Их учительница знакомится со всеми в начале занятий в старшей школе. После формального представления она просит учеников назвать свои имена по отдельности. Рада представляется с суровым видом и сразу же снова садится на свой стул. Зная, что у него недружелюбные взгляды и по той же причине ему не удалось завести друзей в среднем классе, он хочет изменить это сейчас и завести друзей в старшей школе. Первое, что приходит на ум, это общение с девушкой, сидящей рядом с ним. Следовательно, ему нужно знать ее имя, чтобы установить с ней дружеские отношения. Рада сразу же смотрит на девушку, сидящую на скамейке рядом с ним. Но он пропустил ее представление, так как был поглощен своими мыслями. Итак, она сидит на своем стуле после того, как представила класс. Он все равно читает ее имя в книге, а это Цапля. Рада приветствует ее в попытке пообщаться с ней, но она просто продолжает пялиться на него некоторое время и отворачивается в другую сторону. Пораженный ее холодным ответом, Рада предполагает, что именно из-за его холодного взгляда ей неудобно с ним разговаривать. Теперь он пытается заговорить с ней с милой, приветливой улыбкой. Начиная с того, что рассказывает ей о погоде в школьной столовой, Рада поднимает любую тему, чтобы завязать разговор, но похоже, ей это не интересно. И ни одна тема не интригует ее настолько, чтобы заговорить с незнакомым мальчиком. Это так сильно разочаровывает Рада, потому что он уже тогда думал, что несмотря на свою суровую внешность, у него появятся друзья в старших классах. Но вся идея пошла прахом, и теперь он хочет, чтобы она поговорила с ним только один раз. В этот день занятия заканчиваются, и Рада прощается с ней. В этом ответе ему показалось, что он услышал шепот Арин, но подумав, что это была просто прихоть, он пошел домой пешком. На следующий день Рада смотрит на Арин так, словно она очень далека от него. Внезапно ее ластик падает на пол. Рада поднимает его для нее, но по-прежнему не получает никаких слов благодарности. Но в тот день, когда урок заканчивается, Ахарин подходит ближе и что-то говорит ему на ухо. Трудно расслышать, что она говорит, даже если она находится так близко. Рада наконец-то слышит ее слабый голос, в котором она говорит ему, что потеряла свою книгу. В тот день он поделился с ней своей книгой, сидя рядом друг с другом. К его удивлению, эта девочка всего лишь размером с куклу. Ахирин снова шепчет ему на ухо, и на этот раз она хочет, чтобы он пообедал с ней. Ее вкусный обед был слишком большим, но она съела его целиком, что довольно удивительно для Рады, учитывая ее маленький рост. После этого они заходят в игровой магазин, где Ахарин поет в микрофон. Но даже микрофон не смог усилить ее крошечную громкость звука. Проведя приятный дружеский день, она на следующий день притворилась, что они вовсе не друзья. Рада придвинул свою скамейку параллельно ей и спросил, в чем проблема. Она призналась, что слишком дружелюбна с людьми, что, вероятно, приводит их в замешательство. В итоге люди начинают избегать ее. Рада уверяет их, что между ними ничего не произойдет. Она так крепко обнимает его от безмерного счастья. Когда Цапля часто зовет его, он не слушает из-за ее низкой громкости. Чтобы решить эту проблему, он начал читать книгу, чтобы научиться читать по губам и языку жестов. Он практиковался в этом с ее сестрой и взволнованно поделился новостью с Аароном о том, что он может читать по ее губам. Но, к сожалению, ее губы едва шевелятся, чтобы он мог понять, что она говорит. Затем ему пришла в голову другая идея, чтобы она написала свое послание на бумаге и бросила его ему. Ахерон начала присылать много бумаг, пока Рада не пришлось остановить ее. Он думал, что когда они были близки, костная проводимость помогала лучше передавать ее голос. Но из-за этого Ахарин постоянно натыкался на него, и им тоже пришлось это прекратить. Рада испробовал все, от телепатии до дымового сигнала и азбуки Морзе, но потерпел неудачу. Ахарин извиняется перед ним за то, что он так старается понять ее, но Рада чувствует, что он слышит то, что она говорит сегодня, и она не пытается говорить громче. По дороге домой из школы Рада отчетливо слышит, как другие прохожие разговаривают тихим голосом. Похоже, что слух Рада значительно улучшился. Они останавливаются перед кучей плюшевых игрушек, и кажется, что Цапля хочет выиграть одну из них. Рада трижды пытался это сделать, но каждый раз терпел неудачу. Но Цапля выигрывает плюшевую игрушку с первой попытки. У нее еще остался 1 балл, так что она пробует и выигрывает еще одну плюшевую игрушку. Удивительно, но она выигрывает много плюшевых игрушек. Когда они возвращаются домой, она расстегивает рубашку Раду и отдает ему все выигранные плюшевые игрушки. Она знала, что Рада хотел получить одну из них, но не смог выиграть, поэтому она сделала все это для него. Рада оставляет себе все и просит ее оставить себе одну плюшевую игрушку. Его сестра рассказала, что завтра их мама уезжает в командировку. Она так обрадовалась, увидев у него в руках много плюшевых игрушек, что захотела такую же и для себя. Но Рада отказывается отдать ей ее, потому что это подарок. Он разбросал все плюшевые игрушки по своей подушке. На следующий день, когда Ахирион видит, что Рада купил себе хлеб с дыней, потому что его мамы нет дома, она скармливает ему весь свой обед. На следующий день Рада видит, что Ахарин спит на ее диване, и она выглядит такой невыспавшейся. Он просит ее быть начеку в классе. Так вот, вместо того, чтобы быть внимательной, она спит на уроке с широко открытыми глазами. В конце урока она кладет голову на парту и снова засыпает. Но когда Рада идет обедать, она останавливает его и рассказывает, что проснулась пораньше, чтобы приготовить для него особенный обед. Ему очень понравился обед, но Ахирион весь день проспала у него на коленях. В это же время из-за стеклянной двери выглядывает зловещего вида парень. Рада наконец-то счастлив, что сделал ее своим другом. Хотя поначалу ему было трудно понять, о чем она говорит, сейчас он начал понимать ее. Однажды Аарон приходит в класс со страшными синяками на лице и теле.
Первая мысль, которая пришла Рада в голову, была ужасающей. Аарон, должно быть, избил ребят по дороге домой. Это значит, что в воскресенье она побьет и его тоже. Но затем Аарон ударяет ее головой о свою и слабым голосом говорит ей, что что-то попало ей в глаза. Так что она не могла видеть препятствия на дороге и постоянно натыкалась на стены. Рада была настолько расслаблена, что не ввязалась в драку с каким-то чудаком. Поэтому он дал ей глазные капли, которые могут облегчить боль в глазу. Пытаясь закапать капли в глаз, она пролила их себе на лицо. Тогда Рада решает помочь и пытается закапать капли ей в глаз. Но она продолжала качать головой до тех пор, пока Рада не поднес каплю к своему лицу и крепко не сжал ее. Ему наконец удается капнуть одну каплю. Но затем Ахарин просит его убрать лицо, потому что он чувствует себя неловко. В обеденный перерыв они идут на свое обычное место, и вместо того, чтобы попросить его съесть принесенный ею обед, она ставит миску ему на лицо. После обеда Рада чувствует, что что-то попало ему в глаза. Ахерин хочет отплатить ему тем же и закапать капли ему в глаза. Но, как и раньше, ей не удается закапать ему в глаз ни одной капли. Внезапно Рада чувствует, что кто-то наблюдает за ними с крыши. Вернувшись в класс, он думает, что кто-то смотрит на него, а затем он снова чувствует то же самое, когда Аарон выталкивает ее в коридор. Но он верит, что никогда никому не делал ничего плохого, и что они последуют за ним, чтобы отомстить. Да, однажды в детстве он испортил чью-то цветочную клумбу и украл пудинг у своей сестры. Но это было так давно. На следующий день он рассказал Арину, что за ним кто-то следит. Услышав это, Арин тут же обняла его. И в этот самый момент он снова почувствовал чье-то присутствие. На этот раз он побежал к нему и, открыв дверь, сразу увидел, кто это. К его удивлению, это была девочка намного крупнее его. Она смотрела на него в гневе, и казалось, что она может ударить его в любой момент. В следующий момент она начала плакать, глядя на Арина. Она подруга детства, которая всегда заботилась о ней. А Арин слишком маленькая, и ее подруга Ашира боится, что плохие мальчики могут разоблачить ее. Но с тех пор, как Рада стал ее другом, она даже не может открыто присматривать за ним, потому что она очень боится того, как выглядит Ридо. Ридо становится так грустно, услышав это, что он прячет лицо в ладонях, но Ахарин гладит его по голове, чтобы заверить, что он совсем не страшный. А Арин убеждает Юшира, что ее новый друг не опасен и что она вовсе не в ловушке, но она убегает, говоря ей, что продолжит в том же духе, чтобы присматривать за ней и держаться на безопасном расстоянии. Теперь она повсюду следует за Рада, даже в туалете. Однажды Ахарин стало плохо, и она надела маску на лицо, понизив голос. К сожалению, в тот день Рада забыл застегнуть молнию на своих штанах. Она всеми возможными способами пытается сказать ему, чтобы он застегнул молнию, но Рада не понимает. Единственное, что Рада думает, так это то, что Ахаран сегодня чересчур энергичен. Когда учительница математики просит его решить задачу, она немедленно останавливает его и решает ее вместо него. На уроке рисования она стоит перед ним, когда он стоит перед классом в качестве модели. Наконец-то он идет в туалет, и она чувствует облегчение. Но даже тогда он не натягивает штаны. На уроке литературы, когда Рада пишет на доске, она ставит вазу, чтобы скрыть его видимое нижнее белье. Не в силах понять, что происходит, Рада встает, чтобы уйти домой в конце рабочего дня. Но даже сейчас она говорит, что пойдет впереди него. Посреди дороги он смотрит в зеркало и замечает только, что у Ахарина свежая стрижка. Может быть, именно поэтому она так странно себя ведет. Но Ахарин падает без сознания на дороге, устав прятать ширинку целый день. Но как только Ридо входит в дом, его сестра кричит, что он такой извращенец, что не застегнул штаны. Ридо падает на пол от смущения, так как теперь он понимает, почему Ахарин весь день вел себя странно. На следующий день Ашира смотрит на Ахарина, сидящего в одиночестве, так как Райда отсутствует. Она вспоминает, как всегда сидела рядом с ней. Она выглядит грустной и не встает, чтобы идти домой, даже когда урок заканчивается и на улице начинается дождь. Ашира подумала, что у нее, возможно, нет зонта, и подождала, пока дождь прекратится. Поэтому она бросила свой зонт в сторону Ахарина. Но Ахарин проверил его как опасный предмет и выбросил в коридор. И снова Ашира тайком положила его на свой стол. На этот раз Ахарин запер его как что-то сложное. Внезапно Ахарин увидел, что это Ашира, и начал следовать за ней. Ашира выбегает в коридор и поднимается по лестнице, чтобы спрятаться на крыше. Но, к сожалению, дверь была заперта, и Ахир добрался до нее. Вместо того, чтобы спорить, Ахирин дает ей зонтик, и они идут к дому, используя один зонт. Ахирин маленькая и ходит на цыпочках, чтобы держать зонтик над головой Ушира. Но когда Ушира хватает зонтик, он становится таким высоким, что защитить цаплю от дождевых капель становится трудно. Поэтому они решают подождать под навесом, пока дождь не прекратится. Внезапно, когда становится холодно под дождем, человек начинает чихать. Ашира, как хороший друг, тут же дарит ей запасной свитер из сумки. Он спасает ее от холода, но слишком велик для Ахирин. Она с трудом вытаскивает руку из-под слишком большого свитера и просит Ашира поднести ее ухо поближе. Она шепчет ему на ухо, что благодарна за этот добрый жест. В первый раз она благодарит Ашира за то, что он всегда ходит с ней и охраняет ее. Она ценит такого замечательного друга, как Ашира. Ашира расчувствовалась, узнав, что Ахарин все это время знала, что за ней следят, и убежала. Наконец-то дождь прекратился. На следующий день Ридо заходит в класс и видит странный замок и
надпись «Покойся с миром» над зонтиком. После уроков они знают, что Ашира все еще следит за ними, даже более скрытно. Затем Ахарин приводит Реверса поиграть с Редо, не зная, что он чемпион. Но Ахарин тоже отличный игрок, и она намеренно допускает ошибки, чтобы он выиграл. Редо замечает это и советует ей вести честную игру. Так что они начинают до тех пор, пока никто не выиграет до конца дня, и они соглашаются, что игра заканчивается в ничью. Жизнь продолжается, и Редо чувствует, что его волосы стали слишком длинными и неровными. Возможно, ему нужно срочно подстричься. В это же время в класс входит Аарон, и он ошеломлен, увидев, что ее волосы встают дыбом против силы тяжести. В последний раз, когда он видел дэт-металлическую музыкальную группу Follow, у нее была такая стрижка. Это признак бунта и разочарования в обществе. Внезапно Ахарин начинает так сильно трясти головой во все стороны, как будто она сошла с ума или с ней что-то не так. Рада останавливает ее, так как это может повредить ее шее. Через некоторое время она останавливается, но ее волосы не возвращаются в свое естественное положение. С грустным лицом она рассказала, что сегодня у нее сломалось изголовье кровати, и хотя она пыталась его починить, ничего не вышло. Как всегда, Рада обещает помочь ей улучшить прическу. Он достает расческу и фен и пытается привести ее в порядок, но после всего этого ее волосы становятся еще более растрепанными. Рада считает, что побрить ей голову было бы последним вариантом. Но когда он открыл свой шкаф, то увидел, что в нем прячется Сиро. Не останавливаясь, она начинает убегать от Раду из-за страха. Он просит ее остановиться, так как им нужна помощь. Пройдя некоторое расстояние, она останавливается и оглядывается на них обоих. Кажется, Ахарин нуждается в ее помощи, поэтому она начинает стричь ее, как делала раньше. Редо видит, что у нее дома есть все, что нужно парикмахеру, но на мгновение ему кажется, что Ашира может сделать ей плохую стрижку, поэтому ему перестает нравиться ее лицо. Но вопреки его предположениям, Ашира делает ей восхитительную стрижку. После этого он предлагает повторить стрижку и ему. Он сразу же принимает предложение, чтобы сэкономить деньги, и садится на стул. У него возникают всевозможные сомнения, например, что Ашира может сделать его лысым из мести, но она делает ему красивую стрижку. И увидев это, Редо немедленно извиняется за то, что недооценил ее. Хотя Ашира и хотела побрить его наголо, она никогда не хотела разозлить Арина. Вскоре после этого Арин поделилась с ними своим вкусным обедом с фрикадельками. Она собственноручно накормила Аширу этим восхитительным обедом. Хотя Рада все еще думает, что энергичное покачивание головой Аарон не может быть вызвано ее волосами, у Аарон такие пересохшие руки и губы. Ашира не мог видеть, как ей больно, и дал ей бальзам для потрескавшихся губернии. Но она не могла нанести его сама, и, пытаясь помочь ей, Рада размазал бальзам для губ по всему ее лицу. Ашира наблюдает за всем этим и приходит на помощь своей подруге. Она красиво наносит бальзам для губ и предлагает привести в порядок брови. Что касается бровей, то Ашира завивает ресницы, делает массаж и пользуется кремом для рук. Ахарин использует слишком много крема для рук своих друзей и массирует им руки своим кремом. Когда Ахарин снова делает те же резкие движения головой в классе, Рада понимает, что она делает это из-за того, что не видит классную доску. Несколько высоких мальчиков, сидящих перед ней, загораживают ей обзор. Ему пришла в голову идея поставить ее парту над другой, но она боится высоты. Поэтому он перекидывает ее через плечо, поднимает на руки выше определенного уровня, использует зеркальный метод и так далее. Но лучшим решением для Ахирин было пересесть на переднее сиденье, так как только так она могла видеть доску. До тех пор у Рады есть 1 неделя, прежде чем она пересядет на другое место. Так что он хочет сделать эту последнюю неделю особенной для Ахирин. Они вместе пошли на бейсбольный матч, и после разминки, когда Рада помогал ей с носилками, он бросил ей мяч. Она вообще не попала по мячу. После этого Рада и Нахарин посещают кулинарные курсы. Рада ничего не смыслит в приготовлении пищи. Но чтобы сделать эту последнюю неделю совместной жизни особенной, он пытается готовить, но у него все подгорает. Вместо того, чтобы принижать свои кулинарные способности, Арин съедает всю пригоревшую еду, которую он готовит. Потом она начинает варить, и получается фантастическая еда. Их учитель очень ценит их за это. А потом, когда Арин открывает свой обед с вкусными фрикадельками, она кладет все фрикадельки одну за другой в рот Радо, вместо того, чтобы есть их самой, пока его лицо не наполнится. Рада заметил, что Ахирин хочет ему что-то сказать. На этот раз она хочет, чтобы он снял для нее видео с танцами. Во имя танца она делает несколько странных движений. Не хочет ли она и тебе это выложить? Если таково ее желание, Рада исполнит его от всего сердца. Они начинают танцевать вместе, и Рада мечтает стать большой звездой YouTube, если они будут продолжать усердно работать над своим мастерством. Их танец будет необычным, и они станут знаменитыми артистами Японии. Их последний танец перед тем, как они поменяются местами, останется в памяти надолго. После танца в тот день Ахарин поблагодарила его за помощь, потому что она хотела потренироваться только в этот день. На их уроке танцев Ахарин танцует перед своим учителем. Ей это нравится, но она критикует это, говоря, что ее танец странный. С другой стороны, прошел всего 1 день с тех пор, как Риду выложили свое танцевальное видео, но их видео так и не стало знаменитым. Риду думает, что это, вероятно, конец их совместной жизни. Внезапно Ахирин повернулась к нему и сказала, что ей грустно из-за того, что она поменялась имена. Редо заверил их, что они вместе пообедают и вместе пойдут домой. И он надеется, что новый сосед по парте тоже будет хорошим человеком. Вскоре у них сменился учитель, но они по-прежнему с удовольствием сидели вместе, а перед ним сидел высокий парень. Так что решено, что Рада покажет свои записи, чтобы помочь ей. Сейчас в их классе учится новый учитель. Ученики
Ученики перешептываются, когда она приходит, что этот учитель немного загадочный. Мало того, у нее также были некоторые проблемы со здоровьем. Она рассказывает классу о некоторых словах, когда вдруг замечает, что Рада и Нахарин сидят слишком близко друг к другу. Первой мыслью, которая пришла ей в голову, было то, что они флиртовали прямо у нее на глазах. Но внимательно наблюдая за ними, она поняла, что Рада помогает ей, делясь своими заметками. Искренняя дружба этих старшеклассников вызвала уважение в ее глазах и вызвала слезы на ее глазах. Она снимает очки, чтобы вытереть слезы. Вытирая слезы, она говорит, что на нее что-то нашло. Как на учительницу, которая страстно читает романтическую литературу, ее очень впечатляет тесная и искренняя привязанность каждой пары. Учитель снова начинает учить их. Внезапно она замечает цаплю, которая сейчас сидит на коленях у Рада. Ее сердце переполняют теплые и романтические чувства. Она не смогла продолжить свою лекцию и, извинившись, на мгновение покинула класс. На нее произвело неизгладимое впечатление то, что они сидели так близко друг к другу, что каждый из них мог быстро взглянуть на доску. Они слишком уважаемы и сердечны. Через мгновение учитель замечает, что Рада положил руку ему на плечо и делает пометки другой рукой. Она столкнулась с ним за столом, сказав, что, по ее мнению, они были слишком уважаемыми и сердечными. Во время обеденного перерыва Рада думает о плохом самочувствии учителя-сенсея, когда Ахарин внезапно начинает подпрыгивать. Похоже, что какой-то демон вселился в ее душу. Он дает ей святую воду, чтобы очистить ее от демонической одержимости. После того, как она выпила воды, Арин говорит, что у нее в горле застряла какая-то еда. Каждый раз, когда Арин ему что-то говорит, у него уходит слишком много времени на то, чтобы понять, что именно. Чтобы лучше понимать, что говорит Арин, он учит ее выражать свое лицо. Он растягивает ее лицо в разные стороны, чтобы показать выражение лица. Но когда они вместе смотрят эмоциональный фильм, Арин сидит с каменным лицом и громко плачет. Он говорит ей ужасные и смешные вещи, чтобы сделать ее более выразительной, но ничего не меняется. А теперь он просит ее поучаствовать в игре в гляделки. Даже это не смогло вызвать улыбку на ее лице. Она раздувает лицо в попытке улыбнуться, что вызывает у Рада веселый смех. В конце их занятий Рада сравнивает свои старые и новые фотографии, но ничего не меняется, и она так и не научилась придавать своему лицу выразительность. Они идут в ближайшую библиотеку, и Рада думает, что теперь после тренировки он должен лучше понимать выражение ее лица. Они слушают японский рэп, так как она просматривает музыкальный раздел, а Ахирон берет с собой домой компакт-диск. К его удивлению, Ахирон так понравился японский рэп, что она принесла в школу микрофон. По дороге в школу она все объяснила Ридо в стиле рэпа. Рада наконец-то нашла способ, который поможет ей понять, что говорит Ахирон. Он пытается объяснить своей сестре и маме, что такое непринужденный разговор в стиле рэпа. Они игнорируют его, но Ридо считает, что его рэп лишил их дара речи. Он берет свой макет в школу, и они начинают делать ставки на рэп, которые заканчиваются ничьей. К сожалению, один из их учителей видит микрофон в их руках и говорит, что это запрещено в школе. Рада пытается читать рэп по дороге домой вместе с Ахирин, но они не могут читать рэп без микрофона. Сестра Рада думает, что на днях она его обескуражила, и вместо того, чтобы читать рэп, она дарит ему спиннер, которым больше не пользуется. Ахирин видит спиннер и хочет поиграть с ним. Он с радостью отдает свой спиннер, но Ахирин не перестает крутить его ни на секунду. На следующий день она проделывает разные трюки со спиннером, и Рада останавливает ее, подходя немного ближе. Их учительница снова замечает его проявление доброты, и он давится прямо на столе, как и раньше. С другой стороны, Ахирин никогда этого не прекращает. Она продолжает это делать, даже когда он говорит ей, что она перебарщивает. Рада приходит в ужас от мысли, что предение станет целью ее жизни, и, возможно, однажды он жестоко убьет ее за ее одержимость. Но внезапно Ахирин остановила предельщик и вернула его ему, сказав, что больше не будет пробовать эту игрушку. Теперь Рада крутит ее постоянно, пытаясь проделывать одни и те же трюки. Ахирин иногда навещает нас порознь, и сегодня она пришла туда вместе с Рада. Они сидели на скамейке, когда к ней подбежала собака. После того, как девочка забрала ее, дикая кошка начала сворачиваться клубочком у нее на коленях. Рада ужасно боится, что эти дикие животные могут причинить ей вред. Внезапно многие дети бегут к Харану и провозглашают его своим королем. Рада не понимает, о чем они говорят, поэтому она рассказывает им, что играет со спиннером в парке, и дети впечатлены уникальными трюками спиннера. Рада чувствует, что ей не нравятся окружающие ее дети, и строго просит их оставить ее в покое. Вместо того, чтобы подчиниться, девочка грубо спрашивает его, не является ли он ее новым учеником. Внезапно к нему подходит подруга этого ребенка и обвиняет Ахирин в том, что она украла у нее друга детства, соблазнив его. Она предупреждает Ридо, чтобы он не вмешивался в это дело, и достает из-за спины доску для разворота. После игры тот, кто проиграет между ней и Арином, должен покинуть Ака. Ридо выходит вперед, потому что считает себя лучшим игроком, чем Арин. Но, к своему удивлению, он начинает проигрывать маленькой девочке. Увидев, что он проигрывает, Арин выходит вперед, чтобы помочь ему. Но она тоже терпит неудачу. Маленькая девочка становится такой счастливой. Но Арин шепчет, что она намеренно проиграла игру. Акан злится на девочку и говорит, что она постоянно достает его. Его друзья насмехаются над ней, и она убегает в слезах. А Арин просит Акана быть дружелюбным и извиниться перед его другом. Мальчик все понимает и сразу же идет извиняться перед девочкой. Из-за всего этого Арин так устала, что не могла ходить. Внезапно к ней подбежала большая собака. Она запрыгнула на нее и вернулась домой. Удивительно, но Арин
Арин не открыла свой ланч во время обеденного перерыва, так как постоянно пользуется мобильным телефоном и трясет рукой во все стороны. Когда я спросил ее об этом, она рассказала Рада, что это ее новая игра о коллекционировании и разведении монстров. Он не мог поверить, что Ахирен играет в такую старую игру, в которую он играл давным-давно. Она не знакома с современными тенденциями в этой игре. Но поскольку ей интересно и Рада тоже играл в эту игру, он просит ее вернуть игру. Некоторое время спустя они заканчивают выбирать монстров, с которыми будут сражаться. Рада выбирает гигантского, ужасного на вид монстра, которого так тщательно разводит. Ахирен, напротив, сажает Плюшку играть рядом с собой. Рада жаль, что у нее пока нет сильных монстров, но так как он был заядлым игроком, он решил победить ее одним махом, что было бы самым великодушным поступком, который он мог бы сделать для нее как для игрока. Чемпион по игре. Рада бросает огонь изо рта своего монстра в Плюшку, чтобы убить ее, но он шокирован тем, что Плюшка выжила после жестокой огненной атаки и у нее все еще осталось одно здоровье. Внезапно он замечает одноразовый предмет, который спас Плюшку от смерти от этой атаки. Далее Плюшка атакует лучом молнии, и что любопытно, это снижает монстра Райда до его уровня. Теперь у обоих один уровень здоровья. Даже если у его монстра всего один уровень здоровья, он знает, что его сила победит Плюшку. Но Плюшка подходит к своему монстру и касается его всего одним пальцем, и монстр Рада падает. Рада чувствует себя так неловко, что Ахирин заставила его танцевать на ее пальцах, когда она выиграла игру с помощью интеллектуальной вилки. По дороге домой Ахирин заезжает в игровой магазин, чтобы воспользоваться туалетом. Когда она вошла, туда же зашел друг Эйкона. Она хочет выиграть игрушечного монстра на день рождения Эйкона. Но она нахмурилась, увидев, что Арин стоит рядом с ней. Она разозлилась еще больше, думая, что Арин отберет у нее ее друга Эйкона. Но она и не подозревала, что Арин был слишком хорош в ловле мягких игрушек с помощью подъемного крана. Она продолжает вставлять монетки одну за другой и не видит ни одной. После своей очереди Арин вставляет монетку в 500 иен, чтобы продолжить игру. Наблюдение за тем, как Арин видит монстров одного за другим, злит ее, так как кажется, что она выставляет на показ свое мастерство. В конце концов, Арин складывает всех выигранных монстров в сумку и отдает игру девочке. Но так как эта девочка хочет выиграть игрушку для Аки, она отказывается принимать купон на игру и говорит Арину, что не занимается благотворительностью. Затем она вставляет свою последнюю монету в 100 иен в автомат, выбирает самую легкую мишень и, наконец, выигрывает монстра. Арин хлопает ей в ладоши, видя ее огромную радость. Но на обратном пути домой девочка думает, что Арин настолько глупа, что оставила монстра, которого легко могла поймать. Но затем девочка останавливается, так как теперь она понимает, что Арин, должно быть, намеренно оставила его там, чтобы она могла легко победить. Но у нее пока не хватило смелости поблагодарить ее. С другой стороны, Рада видит, что Арин снова выиграла много игрушек в автомате кран. И снова Арин дарит ему все игрушки в качестве подарка, которые он хранит среди других плюшевых игрушек на подушке. Однажды Рада приходит в школу, и Нахарин замечает, что он растолстел. Она очень беспокоится и сравнивает размер его тела со своим мозгом, который сейчас очень большой. Она пожалела об этом, потому что, возможно, ее обед с фрикадельками сделал его толстым. На следующий день Рада увидел, что она читает книгу о диете, и удивился, зачем Ахаре нужно снижать вес, ведь она и так слишком худая. Чтобы помочь ей похудеть здоровым способом, Рада показывает, как она может похудеть с помощью ежедневных упражнений и правильного питания. Как обычно, он не понимает, что Ахаран читает ему книгу о диете. Но в ближайшие несколько дней физические упражнения и хорошее питание приведут Рада в норму. После снижения веса он рекомендует Ахаран книгу по диете, если она слишком увлечена самосовершенствованием, но теперь он знает, что Ахаран и не думала о похудении. Скоро классный руководитель объявит, что на следующей неделе будут экзамены. Услышав это, Рада обхватывает голову обеими руками, так как он не учился. Но судя по спокойному выражению лица Ааран, похоже, что она не волнуется. Он встает на колени и умоляет Ааран помочь ему подготовиться. С этого дня они начали готовиться к экзаменам вместе. Но в библиотеке для них слишком тихо, и они тоже хотят поговорить. Поэтому они отправляются в близлежащий парк, где Акин видит Аахана с его друзьями. В то же время его друг тоже приходит туда и ненавидит присутствие Аарана. В конце концов, они готовят тесты друг для друга, чтобы проанализировать свой уровень подготовки, и на каждом экзамене Ааран набирает больше баллов, чем он сам. Однажды их одноклассники говорят им, что им не нравится убирать пол в классе, поэтому Ридо и Ааран готовятся помочь им. Ааран приходит со всеми необходимыми инструментами, и когда она достает странные палочки из своего рюкзака, это приводит Ридо в ужас. Глядя на то, как она моет зеркала, Ридо удивляется, как она может говорить, что ничего не знает об уборке и делать это как профессионал. Может быть, она еще и опытный стрелок. Почему ты ведешь себя как невинная девочка? Кто знает. Чистящий порошок Арин помогает ее одноклассникам быстро вымыть пол. После окончания работы Арин следит за тем, чтобы книжная полка стояла в правильном положении. Она пытается поставить ее на место, и она падает на нее. Но прежде чем она успевает упасть на Арина, Рада встает между ними и спасает ее. Теперь их подготовка к экзамену завершена. Рада благодарит ее за то, что она так сильно помогла ему подготовиться к экзамену. Внезапно Арин обняла его и сказала, что она так счастлива, что помогла ему в первый раз. До этого он помогал ей во всем, в чем она нуждалась. Она благодарит его, и они надеются хорошо сдать экзамены.
спокойны. На занятиях по плаванию их учитель говорит, что они могут использовать все, что угодно. Рада удивляется тому, что они могут использовать в воде. Внезапно он смотрит на Ахирин, у которой уже есть все необходимое для плавания. Это выглядит так, будто Ахирин готовится к глубоководному погружению. Рада заверил ее, что здесь не слишком глубоко, поэтому она сняла свое дополнительное снаряжение и прыгнула в воду прямо в купальнике. Но вскоре она легла плашмя на дно бассейна, и Рада тут же поднял ее. Оказалось, что она совсем не умеет плавать. В то же время они увидели, что Ашира плавает как настоящий профессионал. Она сразу же приготовилась давать им уроки плавания. Как настоящий эксперт, она объясняет им все движения и решает немедленно пройти тест по плаванию, где Рада и Арин будут участвовать в забеге. Рада уверен, что выиграет забег, так как он уже умеет плавать. Он добирается до другого конца, но Арин приходит туда первым и выигрывает забег. Она не переводила дыхание во время заплыва и выглядела такой спокойной, в то время как Рада тяжело дышал. Они нашли на столе ракетку для настольного тенниса, которую оставил друг, и решили поиграть. Рада помнит, что проигрывал ей во всех играх. Но на этот раз он хочет выиграть игру, бросив мяч для пинг-понга под идеально рассчитанным углом. Он бросает мяч, и тот падает. В следующий раз она подбирает мяч и играет им так же, как он. Оказывается, она настоящий эксперт в области мимикрии. У них равный счет, и никто не выигрывает после долгой игры. Наконец-то Рада пожимает руку Цапле и решает играть в команде. Но против своей школьной команды они не набирают ни одного очка и сильно проигрывают. Поэтому после школы они идут на бейсбольный матч. По ее манере подбирать мяч Рада догадывается, что она вундеркинд в игре с мячом. Но внезапно она падает, так как не может поднять мяч. Рада узнает, что она никогда раньше не играла в эту игру, поэтому они выбирают более легкие мячи. В своем обычном стиле она бросает все бутылки наугад. Рада ценит ее и бросает свой мяч, надеясь выиграть у нее в игре с мячом. Но он продолжает промахиваться мимо бутылок при каждой попытке и не набирает очков. По дороге домой он видит баскетбольный мяч и говорит Цапле, что завтра они будут играть в баскетбол. Они начинают игру, и Рада быстро забивает. Он наконец-то видит игру, в которой он может выиграть у нее и забить гол. Затем он отдает мяч Арен, и она пробирается между его ног, чтобы забросить мяч в корзину. Она становится все быстрее и умнее в игре. Но в конце концов Рада выигрывает. Она может провести отличный матч. Итак, Рада и Арен играют против своей школьной команды и проигрывают матч, не набрав ни одного очка. Они смотрят разрушительный фильм «Зомби», и Рада хочет попробовать стрелять так, как он видел в фильме. Он заходит в игру-стрелялку под названием «Игра в зомби», и они начинают в нее играть. Во время игры зомби убивают Рада, и он больше не может играть, потому что у него нет денег, чтобы забрать еще одну жизнь. В то время как зомби подбирают Цаплю, она подпрыгивает в их руках как мячик, она поднимает свой пистолет и отлично стреляет в голову зомби. Затем она использует оба пистолета, чтобы прикончить всех зомби и быстро выиграть игру. Они пьют свои соки после игры, когда Аарон хочет сходить в туалет, а Рада решает поиграть в какие-нибудь игры. Через некоторое время Рада видит, что Аарон снова стоит перед тем же игровым автоматом «Журавль». Она корчит какие-то странные рожи, и Рада понимает, что Арин хочет игрушку для себя. Он выиграл игрушку, и она оценила это более громким голосом, с большой страстью. Рада чувствует, что без Харина что-то изменилось. Теперь у нее появилось выражение лица, и она много улыбается. Она просит его тоже больше улыбаться, и он громко смеется. Кажется, с ней что-то случилось. В первый раз она отказалась есть весь обед, в то время как обычно Аран ест много, и то, как она реагирует на него сейчас, кажется, изменилось. Внезапно появляется девушка, похожая на Аран, и ее царство Ахирин. Девочка с Рада была ее сестрой, которая носила похожую форму. Ей понравилось подшучивать над Рада, и она беззаботно извинилась. По дороге домой Рада признался, что ему немного холодно, а Аран тут же обнял его, чтобы согреть. Он попросил ее держаться на расстоянии, и Арин отошла подальше, но это совсем не то, что имел в виду Ре. С другой стороны, сестре Аарана Рен нравится носить одежду Аарана, так как она считает, что ее платья очень милые. А Ааран уверяет ее, что она не возражает, если Рен наденет ее одежду, и обнимает ее с любовью. На днях Рада достал свою коробку для завтрака и попросил ее тоже взять с собой обед. Она порылась в своей сумке и нигде не нашла ланч. К сожалению, она приготовила его, но забыла положить в сумку. Теперь ей придется съесть что-нибудь из школьной столовой. С другой стороны, Рада не хочет, чтобы она ходила в столовую, где все ученики жестоко соревнуются за то, чтобы получить свою еду первым. В этой странной толпе Рада не смог найти в себе смелости пойти и взять еду. Когда Ахирин попыталась протиснуться в толпу, ее раздавили за то, что она была слишком маленькой. В конце концов, Раду посадил ее к себе на плечо, и Ахирин попыталась передать продавцу свой заказ. Но из-за громких голосов они не расслышали, что она говорит, и толпа прогнала Рада прочь. Ахирин снова скользит по головам учеников, чтобы сделать заказ, и, наконец, приносит хлеб с дыней для себя. Рада знает, что она ест так много, что ей этого будет недостаточно, поэтому он предлагает ей свою еду. Они весело обмениваются едой и выходят из столовой. Но вдруг они видят большую собаку, которая несет коробку с завтраком Арина. Рада пугает, что собака выглядит такой большой и опасной. Но Арин не выглядит испуганной и благодарит его за то, что он принес ей еду. А теперь Рада и Аран обмениваются коробками с завтраком. Так как было заранее оговорено, что Аран съест свой ланч,
Он берет большую коробку с завтраком Аарона и чувствует, что съел слишком много. Их одноклассник хочет поиграть в карточную игру «Старая дева», а Рада тасует карты и думает, что это игра на удачу. Но в первом раунде Аарин вскоре объявляет о своей победе, показывая свою лучшую карту. Во втором раунде Аарин берет карту у Радо и начинает энергично трясти головой. Вопреки предположению Рада о том, что «Старая дева» — это игра на удачу, Аарин продолжает выигрывать раунды игры, наблюдая и запоминая, какая карта у противника. В конце концов, двух других одноклассников уже выгнали, и на руках у Ридо и Ахирин две разные карты. Ридо выбирает карту Джокера вместо номера и проигрывает игру Ахирин. В очередной раз она выигрывает игру, а Ридо проигрывает. Вернувшись в класс, Ахирин выглядит такой грустной и подавленной. Она не разговаривает и опускает голову на стол. Им нужно сменить занятие на следующую лекцию, но Ахирин не хочется идти пешком. Поэтому Рада поднимает ее стул на плечо и переносит его на следующий урок. Даже после урока ей не хочется идти, и Рада возвращает ее в класс вместе со стулом. Рада грустно думать о том, что она, вероятно, никогда не сможет ходить до конца своей жизни. Для него было бы так сложно нести ее на плече. Он воображает себя старым и хрупким, но на его плече сидит Ахирин. Поэтому, поставив ее стул на пол, он спрашивает, почему она сегодня не может ходить. Поэтому Ахирин показывает ему коробку с завтраком и говорит, что не может решить, что бы он хотел на обед. Это было настолько ошеломляюще, что Рада уверил себя, что сможет носить ее на спине всю оставшуюся жизнь. Они сидят в парке, где их видит друг Эйкона. Она сгорает от ревности из-за того, что Ахаран приносит Эйкону еду. Теперь она хочет посоревноваться, чей обед вкуснее. Аарон и Рада попробуют съесть обед маленькой девочки и будут очень благодарны ей за то, что она приготовила замечательный обед. После этого она съела обед Ахирин, и ей очень понравился вкус. Она сразу же попросила научить ее готовить такие блюда. Чтобы научить маленькую девочку своему способу приготовления, Ахирин приходит домой и надевает фартук. Она учит всех способам приготовления вкусного ланча, как у нее. Сначала маленькая Фатуба решает поблагодарить ее, но потом она показывает, что просто разыгрывает их. В то же время она может готовить более вкусную еду. Их учитель рисования разрешает им выбирать любой материал для создания картин. Они выбрали материал для рисования и сели на скамейку за пределами класса. Внезапно Фатуба приходит туда сердитая и плачет. Она обвиняет Цаплю в том, что та подмешала яд в еду в тот день, когда она учила ее готовить. Его другу Акану стало очень плохо после того, как он съел это. Внезапно Ридо напоминает ей, что она, должно быть, испортила еду, прежде чем использовать ее на следующий день, в то время как она, должно быть, съела ее свежей. Именно по этой причине Акун заболел. Фатуба удивляет ее, так как эта мысль никогда не приходила ей в голову. Вскоре Рада просит Ахирин сидеть смирно, желая причинить ей боль. Но она продолжает качать головой. Так что Рада оставил рисование и попытался создать прекрасную скульптуру. Ахирин тоже начинает делать такую скульптуру для своего арт-проекта. По ее расчетам, она закончит ее через 2 месяца. После этого Ахирин запирается в комнате, чтобы выполнить задание по рисованию. Когда заканчивается срок, Рада заходит в комнату Арен, чтобы посмотреть, что она сделала, но она падает на пол. Рада не мог понять, что с ней случилось. Он видит, что его будущее в опасности, поскольку полиция арестовывает его по делу об убийстве Арена. Внезапно Арен появилась с другой стороны и сказала, что это статуя, которую она сделала для своего художественного проекта. Она выглядит точно так же, как Аарон. Спустя долгое время Миехиро встречает учительницу Момо в коридоре. Они решают провести время вместе и садятся на то же место, где Ахаран и Рада каждый день наслаждаются своим обедом. Табару так беспокоится за Момо, что она часто сталкивается с ней в классе, поэтому ради ее здоровья она предлагает ей пообедать, чтобы она стала здоровее. Некоторое время спустя Ахирин и Рада пришли туда вместе. Как всегда, они оба нравятся ей как самые уважаемые ученики. Кроме того, она каждый день представляет их в самых разных романтических ситуациях. Внезапно она посмотрела на крышу и увидела, что Ашира смотрит на них. Следующее, что приходит Момо в голову, это смущение. Она думает, что Ашира, возможно, влюблен в Цаплю. Это такой поворот в истории, которого Момо никак не ожидала. Она знает, что Ашира хочет посидеть с ними и насладиться их совместным времяпрепровождением, но она останавливает себя. В глазах Момо растет ее уважение. Внезапно Ахарин увидел Ашира и попросил ее спуститься и посидеть с ними, пока они будут обедать. Но Ашира настолько благородна, что держится на расстоянии от Ахарина и Радо. В глазах Момо растет уважение к ней, и она вот-вот задохнется. Ее подруга видит, что положение Момо становится все хуже, и предлагает ей немного воды, чтобы успокоить ее. Но Момо думает, что они не смогут разделить еду на таком расстоянии. Но, к ее удивлению, Ахирин использует длинную палочку для еды, чтобы накормить Ашира. Вскоре после этого Ахирин и Рада придвигаются поближе к Ашира. Видя их великодушие, Момо начинает учащенно дышать, и у нее из носа начинает идти кровь. Ее подруга дает ей дыхательный мешок, чтобы она успокоилась. После обеда Ашира замечает крошки еды на морде Цапли и вытирает их своим носовым платком. Момо считает, что забота и обеспечение чувства безопасности заслуживают еще большего уважения. Она представляет их всех троих вместе, как одну семью. Как обычно, она не выдержала этой сцены и задохнулась. Ее подруга тут же попыталась привести ее в чувство. Сцена меняется, когда Момо собирается ложиться спать. И после того, как она увидела Рада и Арин, она теперь может представить их обоих в еще нескольких различных ситуациях. Рада сидит на крыше, а Арин видит, как они ищут его. Рада ест бананы на крыше, а банановая кожура валяется на полу. А Арин не замечает этого и, поскользнувшись, падает прямо на руку Рада, в то время как ее
ее лицо находится так близко к Рада. Это настолько уважаемая ситуация, что у Момо снова начинается кровотечение из носа, которое всегда случается, когда она вот-вот задохнется, подумав о подобных ситуациях. В другом сценарии она представляет Рада как очень красивого парня из школы, и все девочки просто хотят его. Но Арин смотрит на него и понимает, что такой парень, как он, не создан для нее, потому что она кажется такой обычной. Но возвращаясь из школы, Арин открыла дверь своего дома и увидела Рада, сидящего в ванне. Он хочет жениться на ней, и если он ей не интересен, он говорит ей, что сделает все, чтобы она стала его женой. Она выпрыгивает из ванны и подходит так близко к Ахирин. Момо представляет себе эту ситуацию, и у нее начинается сильное носовое кровотечение. На следующий день ее друзья угощают ее вкусным обедом. Она рассказала, что прошлой ночью подавилась из-за сильного кровотечения. Теперь эта еда поможет ей поправиться. В ту ночь с ней оставались ее друзья. Сцена меняется, когда одноклассники Рада спрашивают его, свободны ли они, так как завтра идут на фестиваль. Рада и Ахарин немедленно соглашаются, в то время как Ахар просит Сашира, скрывая это, присоединиться к ним. Она безумно счастлива узнать, что проведет с Ахарином выходные. В день фестиваля Ашира делает прическу Ахарину, и она выглядит такой хорошенькой. Здесь можно поиграть во множество игр. Ридо считает, что все они являются экспертами в одной игре. Так что если все они приложат усилия, то смогут получить огромное удовольствие от этого места. Внезапно Ахирин спрашивает ее, не хочет ли она сходить на игру в стрелялки, а у нее сейчас совсем не осталось денег. Рада, как член команды, сразу же дает ей наличные и все подготавливает к игре. Он определяет позицию, и когда он оглядывается вокруг после нажатия на курок, все вокруг молятся за Аширу. Она выиграла приз за стрельбу по идеальной мишени. Владелец магазина спрашивает, не хочет ли он попробовать еще раз, но он отрицает это. Вернувшись в Ахирин, он извиняется за то, что не смог выиграть приз. Но в то же время Ашира отдает свой приз Арину. У Ахирин есть много еды для них обоих, и она кладет ее им в рот руками. Далее в игре ловля золотых рыбок начинает играть Ахарин, и Ридо надеется, что она поймает много рыбы, но она не может поймать ни одной рыбки. В то же время их учительница Момо приходит на фестиваль и наблюдает за Ахарином, Ридо и Юширо вместе. Она снова задыхается и падает на пол, увидев их уважаемую связь. Внезапно Фатуба спрашивает Раду об Ахирин, а он не знает, где она. Она просто задержалась после того, как понаблюдала за Ширни в магазине. Фатуба кричит на него, так как ей кажется, что он похитил ее. Но только Рада знает, что она потерялась на фестивале. Они решили пойти к директору фестиваля, чтобы найти цаплю. Он сообщил им об этом на стойке регистрации фестиваля, и отец Фатубы забрал ее. Через некоторое время Рада увидел, что позади него стоит цапля. Он поблагодарил Бога и пошел вместе с ним. Учительница Момо пришла в себя и увидела, как Рада и Ахирин идут вместе, и снова потеряла сознание. Внезапно начался фейерверк, и Рада попросила Арин остановиться и посмотреть на них, потому что они такие красивые. Ахарин в душе поблагодарила Рада, сказав, что наслаждается этим прекрасным зрелищем. Сцена меняется, когда у Ахарина ломаются шнурки на ботинках, и Реда мгновенно исправляет их, как будто их никогда и не было. Они берутся за руки и начинают возвращаться домой. Реда сидит один в своем классе и чувствует себя плохо. Ее телу становится теплее, и она чихает. Когда Ахирин входит в класс, она спрашивает его о его ситуации. Все его друзья беспокоятся о нем, потому что он выглядит таким нездоровым. Ему неудобно присутствовать на занятиях, но входит учительница Момо, и лекция начинается. Через некоторое время Рада становится жарко из-за поднимающейся температуры. Он расстегивает пуговицы на рубашке и хочет подышать свежим воздухом. В то же время Момо смотрит на него вот так и давится прямо на столе. Через некоторое время Ридо падает на пол в классе из-за сильной лихорадки. Его друзья бегут за медсестрой, и Аширу предлагает отнести его к медсестре. Но он открывает глаза, уверяет всех, что с ним все в порядке, и возвращается домой. Когда он входит в свою гостиную, он расстегивает рубашку, что является неприятной сценой для его сестры. Она запрещает ему раздеваться в гостиной, потому что для нее это ужасная сцена. После этого он берет бутылку с водой и идет отдыхать в свою комнату. Через некоторое время он встает и чувствует себя уже лучше. Сестра входит в комнату, чтобы сказать ему, что он должен присоединиться к ней за завтраком. После завтрака Рада отправляется в школу, где его тепло встречают все его друзья. Но, к моему удивлению, Ахаран сегодня отсутствует. Их учительница говорит, что Арин сегодня плохо себя чувствует, и она дает ей какие-то бумаги, чтобы она передала их Арину. Рада очень беспокоится, что Арин мог его поймать. Когда он подходит к Арин, она занята выбором больших мечей. У Рады возникают самые разные мысли о ней, например, о том, что она готовится стать ассасином. А может быть, она ассасин из прошлого, который сейчас вернется туда. Внезапно эта девушка поворачивается к Раду. Она выглядит точно так же, как Арин, но это ее младшая сестра Эру, которая знает о Рада. Она рассказала, что этот большой нож предназначен для измельчения продуктов. Когда Рада попросил ее
ее передать Арину бумагу, которую учитель попросил его передать, она отказалась отдать ее Арину. Рада стал таким осторожным, потому что не знал, что у Арин могут быть какие-то претензии к ее сестре. Но сестра Эру сказала ему, чтобы он сам отдал эти бумаги. Таким образом, Аарон будет счастлив его видеть. Когда она уходит, Рада спрашивает, не нужно ли Аарону чего-нибудь. Ее сестра показывает ей сумку, полную вещей, которые могут понадобиться Аарон во время ее болезни. Она знает, что Арин ничего не сможет сделать без нее. Ей нужно только достать игрушку, которую она выиграет в игре «Журавль». Она бросает монетки в игру и пытается выбрать игрушку, которая понравится Арину. Но каждый раз, когда игрушка падает с крана, ее сумка пустеет, и она не может достать ни одной игрушки. Рада приходит на помощь и выигрывает игрушку. Он великодушно отдает ее своей сестре, но она возвращает ее, так как Захаран будет счастлив получить ее от своего отца. Руку. Она дает ему все вещи и игрушки, которые нужно переделать, и просит его принести их домой. Она хочет заботиться об Ахарине так же хорошо, как и о себе. Но вместо того, чтобы приписать себе все заслуги, Ридо рассказывает Ахарину, что ее сестра Эру встретила его на рынке. Она помогла ему выиграть игрушку и вручила эти продукты. Ее сестра очень тронута, и Ахарин обнимает ее с огромной любовью. После этого сестра Эру просит его войти и присоединиться к ним. Эру и Ридо вместе готовят тунца. Она выглядит такой обеспокоенной из-за цапли и хочет присмотреть за ней, пока это возможно. Ридо много чего думает об Ару, например, что она, возможно, неизлечимо больна и хочет проводить больше времени со своей сестрой. Но она имела в виду, что хочет присматривать за ней, поскольку они стали меньше времени проводить вместе после того, как выросли. Они готовят ужин, а после этого Рада идет домой и обещает встретиться в школе. После этого Ахирин наслаждается едой, и Ару говорит ей, что он помогал ей готовить все эти вкусные блюда. Ахирин хотела, чтобы он остался. Но Ару думает, что это к лучшему, что он не задержался надолго, так как Аарону нужно отдохнуть. Ару и ее младшая сестра вместе принимают ванну, когда Ару говорит ей, что Аарон смотрит в определенном направлении на Ридо, что является таким особенным. Ее младшая сестра думает о самых разных вещах, например, о том, что, возможно, Ридо и Аарон когда-нибудь станут подругами и бойфрендами. Эру не противна эта мысль. На следующий день младшая сестра Аарона встречает Ридо на улице и говорит ему, что чувствует себя лучше. Теперь ей нужно пройтись по магазинам, так как Ару присматривает за Ахером. Рада ходит с ней в супермаркет и покупает продукты. Она хочет, чтобы Рада стал ее старшим братом. Внезапно она остановилась, потому что в ее сумке не было кошелька, чтобы оплатить счета. Но Рада успокоил ее, сказав, что она может воспользоваться его кошельком. Маленький Рен разочарован, увидев, что его кошелек тоже пуст. И она не видит другого выхода, кроме как украсть эти вещи. Он также отказывается от идеи пользоваться кредитной картой, поскольку процентные ставки по ней выросли. Внезапно Рен достает свой кошелек, в котором лежат карманные деньги. Она оплачивает счет своими деньгами и спрашивает администратора о Уоллерах. Но она не нашла в магазине никаких бумажников. Поэтому Рада просит ее поторопиться и встретиться с ней на улице. Они побежали за ним и увидели собаку, которая сидела возле продуктового магазина с бумажником в зубах. Малышка Рен так счастлива, что ей вернули бумажник. Рен не смогла сдержаться и спросила его, были ли они с Арином подружками или бойфрендами. Прежде чем Рада смог ответить на этот странный вопрос, к ним подошла Арин, и она покраснела, когда Рада назвал ее уникальным именем Рене. Через несколько дней Эру заболела, и Арин хочет позаботиться о ней так же, как она заботилась о ней. Ситуация меняется, когда одноклассники спрашивают Арина и Ридо о походе в поход. Они так взволнованы этой авантюрной поездкой, что сразу соглашаются. Они также пригласили Ашира и начали готовить все необходимое для кемпинга. В тот день, когда они должны были отправиться в поход, Ахарин опоздал. На днях, когда они планировали все это, они сказали Ахарину, чтобы он принес побольше еды, пока они будут готовить рисунок. Так что она приехала поздно с очень тяжелым рюкзаком. Она даже не смогла справиться с таким тяжелым грузом. Ашира согласился нести ее вещи вместо нее. Они начинают свое путешествие с Сансёй-сан, которая ведет машину очень небрежно. Она обещает подбросить их до места, где они будут путешествовать. Наконец-то они добираются до кемпинга, и Ахарин с энтузиазмом все расставляет по местам. Всего за несколько минут она разбивает лагерь. До захода солнца осталось совсем немного времени, поэтому они решили приготовить ужин 1 числа. У Аарон должны быть все необходимые ингредиенты, но они не находят их, когда она начинает рыться в своей огромной спине. Она чувствует себя так неловко из-за того, что отдала так много, а теперь у нее вообще ничего нет. Рада спасает ее от смущения и спрашивает у ближайшего охранника, можно ли им нарвать трав. Он с радостью позволяет им это сделать. Их друзья отправляются за овощами, но Рада берет копье и идет к ближайшему ручью с водой. Он пытается поймать рыбу, но у него ничего не получается. В то же время Аширо просит его дать ей копье, так как она хочет помочь. Рада впечатлен тем, что она выбирает рыбу как настоящий эксперт. Аширо помогала своей дальней родственнице ловить рыбу, так что она очень хорошо это знает. Но Рада извиняется за то, что думает, что она ревнует, так как он проводит много времени с цаплей. Она говорит, что ревнует, но никогда не видела цаплю счастливее, чем сейчас с Радо, так что для нее это нормально. Они показывают всю собранную еду и сразу же готовят фантастическое блюдо. Насладившись ужином, они начинают играть в карты. Но Хашира чувствует сонливость и хочет лечь спать. Но остальные начинают гулять по джунглям, чтобы немного развлечься. Пройдя некоторое расстояние, их друзья шепчут друг другу на ухо, что им следует оставить Арана и Рада наедине на некоторое время, и они тихо прячутся. Внезапно Рада понимает, что они одни в лесу. Прежде чем Арин начнет паниковать, он хочет, чтобы ей было удобно, поэтому он уверяет Арана, что их друзья должно быть скоро вернутся, так как они могут помочь ему воспользоваться туалетом.
братом. Они сидят на траве и смотрят на чистое небо, усеянное множеством звезд. Именно сейчас Аарон хочет ему что-то сказать, но они видят дикое животное, бегущее к ним, прежде чем она успевает что-либо сказать. Чтобы спасти ее, Аарон Рада встает перед ней, но животное перепрыгивает через Аарон, и она падает. Именно их собака Нуи принесла все ингредиенты, которых ей не хватало дома. Она поблагодарила свою собаку и, поскольку была уже поздняя ночь, сказала Нуи, чтобы он возвращался домой завтра. Они возвращаются в лагерь и ложатся в свои спальные мешки. Поздно ночью Ашира просыпается, чувствуя себя немного неуютно. Чтобы ей было удобнее, Ахаран ложится в тот же спальный мешок, что и Ашира. Она рассказывает, что собиралась рассказать ему о своих чувствах к нему, но так боялась, что после того, как расскажет Рада, не сможет проводить с ним много времени, как раньше. Но Ашира ценит ее за то, что она даже подумала о том, чтобы рассказать ему о своих чувствах. Внезапно они видят, что Рада сидит за пределами лагеря. Ахирин решает пойти к нему и рассказать все прямо сейчас. Ашира желает ей удачи и улыбается. Рада только что закончил готовить лапшу для себя, так как она проголодалась. Увидев Аарон Тору, он предположил, что она тоже проголодалась. Они поделились едой, и когда Аарон почувствовала, что замерзла, Рада отдал ей свою куртку, чтобы она не замерзла. Аарон хочет сказать ему об этом, но потом замолкает. Кажется, Рада тоже любит ей что-то рассказывать. Они сближаются, Ахарин целует его в щеки, и из ее глаз скатывается слеза. После этого она не останавливается и бежит внутрь лагеря. Она плачет в своем спальном мешке, а Ашира никак не может набраться смелости спросить ее, что случилось. Сцена меняется, когда Ридо возвращается в школу после лагеря. Их друзья хотят знать, что произошло между Ахирин и Ридо. Внезапно в класс входит Ахирин. Удивительно, но она выглядит такой толстой, что Ридо думает, что она готовится стать борцом само. Она даже не может дотянуться до стула, чтобы сесть, и Ридо помогает ей. В конце концов она призналась, что было слишком холодно и на ней было много свитеров. Функция повтор позволяет ей снимать множество слоев свитеров. Он смотрит ей прямо в глаза, поправляя галстук. Их друзья смотрят на них, когда они сидят так близко друг к другу. Но Рада достает Ахирин из кучи одежды, и теперь она говорит, что ей снова холодно. Их друзья смотрят на них с большим интересом, когда Ридо думает, что поможет ей одеться. Поэтому он берет Ахирин на прогулку. И они начинают есть вместе, как обычно делали до похода поездка. Их друзья рассказали Ашира, что когда они отправились на прогулку, они дали им обоим шанс попробовать, но ничего не получилось. Только Ашира знает, что там что-то произошло. С другой стороны, учительница Момо наблюдает, как Аарон и Рада идут по улице. Она хочет контролировать свои эмоции, видя любовь между ними, но она видит, что Аарон такой заботливый, что она закутывает его в огромный шарф. После этого Рада берет ее на руки, чтобы она не упала в лужу. Она представляет их в купальниках и пытается взять себя в руки, отвернувшись к стене. Она падает в обморок на грудь своей подруги. Скоро начнется снегопад, и все вокруг будет покрыто белым снегом. Внезапно Рада останавливается перед гигантским шаром. Он некоторое время смотрит на него и видит, что это снеговик. Увидев этого гигантского снеговика в первый раз, он приходит в ужас и уже собирается убежать, когда цапля просит его остановиться. Она слепила этого огромного снеговика, внутри которого есть место для сидения. Это иглу, и она приглашает его войти. Цапля одета в костюм шеф-повара и приглашает Рада внутрь, как будто это иглу-ресторан. Она спрашивает, что он хочет заказать. Так вот, на завтрак Рада любит кофе, который она готовит, обжаривая свежие кофейные зерна. А затем она начинает готовить стейк, используя отличные печи и кулинарные инструменты, это в бульоне. После этого Аарон накрывает на стол, как опытный шеф-повар, и они наслаждаются трапезой вместе. Рада чувствовал себя таким расслабленным, потягивая горячий кофе в холодный день. Он внезапно осознал, что направляется в школу, поэтому быстро покинул кафе Иглу и отправился на занятия с Ахирин. После урока цапля спрашивает его, не хочет ли он выпить чаю, так как в Иглу много закусок. Они начинают осматривать иглу, но оно разрушено. У цапли разбито сердце, но Рада пытается утешить ее, говоря, что в том, что оно разрушилось, нет ничего страшного. Это естественно, когда все разваливается на части. Кроме того, они всегда могут построить новое иглу. Поэтому они снова начинают строить новое иглу. На этот раз иглу имеет форму монстра. Но после того, как они закончили, Рада увидел, что руки Аарона дрожат от холода, поэтому он взял ее руки в свои и попытался согреть их. Аарон продолжает смотреть на него с любовью. Вскоре она говорит ему, что чувствует себя прекрасно. На следующий день их иглу тает, и Рада слышит, как нос Аарина проходит мимо иглу. Она ведет себя как инопланетянка, и ее тело кажется таким неподвижным. Как всегда, Рада делает ложные предположения о ее состоянии, но Аарин говорит ему, что она проснулась с затекшими плечами. Они думают, что это может быть из-за того, что вчера они построили иглу. Рада немедленно отводит ее в кабинет медсестры. Но в кабинете медсестры никого не было. Но так как им нужна помощь, а Ашира умеет делать растяжку, Рада тоже пытается дозвониться до нее. Но похоже, сегодня она где-то рядом. Так что Рада решает помочь ей. Сначала он приятно разминает ей конечности, но это не имеет никакого значения. Ей нужно лучше размять затекшие мышцы. Рада берет ее разрешение и растягивает ее конечности и тело во всех направлениях. Таким образом, она наконец начинает чувствовать себя лучше. Рада тоже растягивает свои мышцы, которые затекли от занятий. Поэтому Ахирин говорит ему, что может немного помочь ей. Поэтому Рада ложится на кровать, а Ахирин проводит по его спине своей
маленькой лапкой. Это так расслабляет его, что он засыпает. Она пытается разбудить его, но не может. В этой попытке она приближает свое лицо, чтобы поцеловать его, но в это время входит медсестра и просит их обоих идти в класс. После урока их друзья приглашают их прогуляться вместе, и Ахарин хочет, чтобы Ушира тоже пошел с ними. Поэтому она открывает шкаф, чтобы посмотреть, там ли Ушира, но не найдя ее нигде, они отправляются домой пешком. Их друзья продолжают обращать на них внимание, чтобы узнать, встречаются ли они. После еды они идут в ресторан, где Ахарин спит на том же стуле, а Рада идет в туалет. Сато говорит, что становится слишком утомительно продолжать думать об их отношениях. Обычно люди сидят, едят вместе и занимаются чем-то неприличным. Они становятся парой. Но в сцене с Ареном и Ридо все выглядит по-другому. Тем временем Ридо возвращается, а Арен просыпается, и они собираются идти домой. У себя дома Арен выбирает платье на следующий день и планирует пойти с Ридо в торговый центр. Ридо добирается туда как раз вовремя, когда там проходит турнир по спиннингу. Ридо воображает, что Аран, должно быть, участвует в этом турнире, и она опаздывает, потому что провела всю ночь, готовясь к кастомизации спиннера. Но он просто ошеломлен, увидев, как Аран выглядит такой хорошенькой в новом платье. Она сказала ему, что засиделась допоздна, но совсем не готовила свой спиннер. В торговом центре Ахирен пробует все, что ей предлагают, и просто объедается. Рада вдруг представил ее в роли гостиничного магната, к которому приезжает много туристов. Она вовсе не собирается становиться гостиничным магнатом. Просто она не может отказать людям, предлагающим ей еду. Кроме того, она ест, чтобы сэкономить деньги для семьи. В следующий раз она покупает краба и примеряет много футболок на ряду. Но они не приняли его и продолжали ходить. Внезапно Эйкон и его друзья остановили их на полпути. Аки-хан – большой поклонник мастерства Аарона в прядении. Девочка с Аканом удивлена, увидев, как Аарон хватает Рада за рубашку. Теперь у нее появилось смутное представление о том, что они могут быть парой. На этот раз Акан начинает ревновать, каждый раз видя Рада с Аароном. В то же время он был его первым учеником. Он хочет решить, кто станет его учеником в игре «Предельщик». Они воображают, что выиграют игру и встретятся в финале. Но, к сожалению, они выбили их в первом раунде, и Акин так сильно плакал. С другой стороны, они ищут Аарана и Фатубу, где Ааран в 5-й раз выигрывает чемпионат по грехопадению, в то время как Фауба выигрывает чемпионат среди женщин. Райта так счастлив, что Ааран победил. После этого Фатуба говорит им, что они могут наслаждаться своим свиданием до тех пор, пока они идут. Ааран краснеет, когда слышит это, поэтому она объясняет, что они с Ридо пришли сюда просто повеселиться. После этого Ааран приносит в школу коробку с вкусным ланчем для Ридо, который ему очень нравится. В то же время Ааран удивляется, почему она так долго не видела Ашира. Она отрабатывает боевые навыки. Ашира стала более бдительной и прячется в таких местах, что Ахирин трудно ее найти, поэтому она продолжает смотреть на крышу класса. Она даже заглядывает в маленькое отверстие и находит там Ахирин. Возвращаясь домой, Ахарин продолжает странно озираться по сторонам, поэтому Ридо оставляет ее и отправляется домой. Ахарин знает, где прячется Ашира, и направляется прямо к ней. Ей так жаль Ахарина, что она не смогла выразить Рада то, что было у нее на сердце, и теперь все ее мужество покинуло ее. Она спрашивает Ахарина, встречаются ли они. Когда она слышит, что Ахаран и Рада не встречаются, она убегает в слезах, думая, что Ахарин больше не может сказать ему, что у нее на сердце. Ашира просит Рада принять участие в дуэли с ней. Тот, кто проиграет, будет делать все, что скажет победитель. Изначально она хотела решить все с помощью боевых искусств. Но так как Рада ничего об этом не знает, она берет обратную доску, чтобы поиграть с Рада, и определяет победителя. Они играют в сложные игры, где оба соревнуются как профессиональные игроки. Воспоминание показывает, как Ашира встретил Ахирин много лет назад. В тот день Аширо поменялся местами и сел рядом с Ахирин. Она понравилась ей с первого взгляда за то, что была такой миниатюрной, в отличие от нее. У нее было красивое телосложение, как у куклы. В тот день Аарин боялась подойти так близко, но потом Ашира понял, что она хочет одолжить свой свитер. Свитер был настолько велик, что на Аарине смотрелся очень мило. Ашира и Аарин вместе играли в наоборот и вместе убирали в классе. Однажды Аарин собиралась поставить полку на место, и она упала на нее. Ашира отодвигает полку в сторону и достает из-под нее Ахирин. В тот день они стали лучшими друзьями. Теперь друзья Рада замечают, что Аарин уходит один без Рада. В то время как Аарин видит, как Ридо играет в обратную игру с Ушира и стоит позади них, Ридо догадывается, что у Ушира что-то на уме, если она выиграет. Она заливается слезами и говорит, что если он проиграет игру, то ему придется покинуть Аарин. Это злит Ридо, и он играет страстно, потому что не может оставить ее. В конце концов он говорит Юшира, что любит Ахарин. В то же время Ахарин извинился перед Юшира за то, что произвел на нее неправильное впечатление в лагере той ночью. В тот день Ридо сказал ей, что любит ее, и она не смогла ответить должным образом. Она просто разрыдалась и убежала, сказав, что вставляет шпильку Ашира в волосы. Пока Ашира извиняется перед Ридо за то, что неправильно о нем подумал, Ахирин наконец говорит ему, что он ей тоже нравится. Внезапно их друзья выходят из-за кустов и удивляют их.
Они так счастливы, что Ахарин и Ридо вместе. Ашира рада видеть их вместе, и из ее глаз катятся слезы. Они все обнимают друг друга и улыбаются. Ридо знает, что Ахарину трудно сближаться с людьми. Внезапно учитель объявляет о начале каникул. В тот день Ахарин не пошел домой с Радо, и он почувствовал, что она потеряла к нему интерес. Поскольку ему нужно что-то сделать, чтобы оживить обстановку, он думает о бизнес-идее для Ахарина. Это включает в себя производство чая с молоком и необычной одежды. Он стоит на некотором расстоянии от Ахарина у сарая. Она наблюдает за ним и зовет его подойти. Наконец-то она показывает, что заботится о некоторых растениях, которые хорошо выросли. Она не сказала ему об этом, потому что хотела сделать ему сюрприз. На следующий день Ахарин приглашает Радо в одно место после школы, и они вместе гуляют. Он приходит туда и видит, что она готовит чай по какому-то древнему рецепту. Радо начинает думать, что таким образом она хочет сказать, что знает о нем все и что теперь все его секреты известны. Но она ставит перед ним чашку чая, и Радо расслабляется, видя, что это всего лишь чай без лишней драматичности. Ахарин пригласил учительницу Момо и ее друзей. Она кладет палку рядом с крышей, и Ашира падает. Позже Исикава и Сато присоединяются к ним на чаепитии. С тех пор, как они переходят в старшую школу, Ахарин испытывает